в этой серии. Сегодня день переработки ресурсов. Все, что я добыл, будет перерабатываться. А пока это все будет происходить, я буду заниматься вот этим вот кораблем. Так, 21 миллион. Да, все супер. Все отремонтировано. Придумайте имя для этого корабля. 10 тысяч урана. Офигеть. Итак, доброе утро. Утро начинается с невероятного, огромного, просто вот по масштабам переработки руды. То есть куча урана, куча кобальта, куча магния. Немезис стоит над базой, он с ней не соединен, чтобы работал у него щит. На Немезисе перерабатывается золото, уран, платина и еще по мелочи. И на базе примерно то же самое перерабатывается. В общем, сегодня день переработки ресурсов. Все, что я добыл, будет перерабатываться. А пока это все будет происходить, я буду заниматься вот этим вот кораблем. Также дрон, который я получил, я чуть-чуть переделал, сделал его такой более клинообразный, если можно так сказать. Возможно, это ему поможет, не знаю. Надо будет его протестировать на ком-то. Надо будет наладить производство таких дронов. Возможно, это будет просто такой, как бы, дрон разведки, у которого будет возможность сделать один выстрел. И один не слабый выстрел. Я напомню, у этой ракетки довольно-таки много урона. 248 тысяч. То есть, это довольно-таки много. Я думаю, можно подбить нормальных размеров кораблик. Поэтому надо будет поднастроить этот дрон, надо будет его поиспользовать. Возможно, в кого-то стрельну этой ракеткой, не знаю. А в основном я буду заниматься этим кораблем. И знаете, что я обнаружил, когда его осматривал? То есть вот, он имеет такое разрушенное состояние, но если мы сядем в него, видим, что тут какие-то блоки там поломаны, какие-то выключены, все вот это. Переключаем на вторую страничку и видим прожектор. Офигеть. Прожектор. То есть, я банально врубаю прожектор и вижу, что нужно починить. Это мне, конечно, крайне поможет, но в любом случае я планировал переделывать этот кораблик под себя. Поставить сюда, возможно, другие ускорители. Это мы посмотрим, когда попробуем на нем полетать. А пока что, да, буду заниматься этим кораблем, буду его восстанавливать. Нужно его полностью починить. Возможно, проще будет его привести на станцию и там починить. Наверное, так и поступлю, потому что, опять же, мне чуть-чуть лень этим всем заниматься, да и деньги пока что не проблема. Сколько у меня там денежек? 143 миллиона, вот. Поэтому просто слетаю на эту станцию, починю кораблик. Вот, полечу я туда на Ревенанте. Сделаем такой мини-буксир с Ревенанта. И все это починим. К сожалению, все, что сделано с помощью проектора, нужно будет самому заваривать. Но это уже такое, это уже мелочи. В общем, отправляюсь на станцию и буду чинить этот корабль. Забавно, но по размерам этот корабль мне буквально напоминает Ревенант. Но вы спросите, почему бы не использовать Ревенант? Дело в том, что у Ревенанта полностью стоит гибридные ускорители. То есть везде у него стоят гибридные ускорители, и у него даже нету намека на водород. Тут нету места для водородного бака, вместо этого у него стоит прыжковый двигатель. Его, конечно, можно переделать, но зачем, когда можно попробовать восстановить вот такой вот трофейный, я считаю, корабль. И это будет гораздо прикольнее, гораздо интереснее. Сделаем из него водородно-гибридный кораблик. То есть ионники поменяю на гибридные ускорители, водородные оставлю, либо поменяю на улучшенные ускорители. Таким образом, корабль сможет спускаться на планеты, а это именно то, что мне нужно для дальнейшего развития. К примеру, я летал вот буквально недавно в новый сектор,
И я не смог спуститься на планету, чтобы как-то на ней осмотреться, чтобы, не знаю, сделать на ней аванпост. И именно для этого мне нужен вот такой кораблик. Поэтому идем его чинить. Посмотрим, сколько это будет стоить. Так, услуги по ремонту. Кстати, имя мне его абсолютно не нравится. Типа, ну, какой понос, какой понос. В общем, предлагаю вам придумать его имя, и его я буду использовать в дальнейшем. Так, 21 миллион. Да, все супер. Все отремонтировано. Давайте-ка посмотрим. Ну да, эти блоки, соответственно, не заварились. Это все мне нужно будет самому сделать. Кстати, по идее, я могу проварить только раму этих блоков и прилететь на станцию, и станция мне все это сделает. Но зачем? Зачем? Ладно. Я сейчас вернусь домой и продолжу его починку. Сделаю все вот эти блоки, залатаю все эти дыры. Построю тут все необходимое и буду заниматься модернизацией. Блин, двигатели, конечно, класс, мне нравится. Все, скоро буду. Вот такой вид у корабля был до ремонта. И вот так выглядит корабль после ремонта. Давайте-ка осмотрим его. Вроде бы все красивенько. Его, конечно, надо бы подкрасить. Этим я займусь чуть попозже. Упс. Так, все готово. Вроде прикольный. По крайней мере, мне нравится. И, по крайней мере, он должен выполнять свою роль. Так, давайте его пристыкуем. В принципе, у меня только одно место для стыковки свободно. Ух ты. Бодрые гироскопы. А вот с двигателями у нас тут проблемки. 3 ионника в это направление. И куча водородных на взлет. Ну, блин, он для планеты предназначен. Ладно, это мы поправим чуть-чуть позже. Пока что просто его пристыковываем. Так, корабль пристыкован. Не все, кстати, водородные ускорители настроены. Надо будет сейчас его поднастроить, этот корабль. И, в принципе, я думаю, можно заняться его перекраской и модернизацией. Ну, выглядит он клево. Мне нравится. Пока я занимался этим кораблем, давайте проверим, что успело переработаться на базе. Да уж, 600 тысяч урана все еще. Ну, кобальт, видимо, сейчас перерабатывается. Я вижу, как он уменьшается, и, соответственно, слитки увеличиваются. Да уж, это очень долго. Надо бы, наверное, сейчас перевести приоритет на уран. Сейчас я, в принципе, это сделаю. Да уж, это надолго, но зато такого количества урана мне хватит, не знаю, на месяц примерно. Ну, то есть урана уже 3000 на станции, плюс 600 тысяч нужно переработать. И давайте еще посмотрим, сколько урана на Немезисе. Так, на Немезисе тоже практически 3000 урана и 300 тысяч нужно переработать. Плюс на Немезисе очень много платины, которую также нужно переработать. Да уж, это, короче, надолго. Но в любом случае, пока что я могу позаниматься кораблями, улучшить корабли, доработать вот этот вот новый мой корабль, которому, опять же, нужно дать имя, потому что его имя мне не нравится. И, скорее всего, как-то попробую доработать Немезис, улучшить его вооружение. Короче, встретимся совсем скоро. Вот в таком сейчас состоянии корабль. Заменил на нем ускорители, сделал их более мощными, да и в принципе визуально их поменял, они стали более новее, более, не знаю, мне кажется, красивый стал кораблик, и осталось его только перекрасить. Также добавил ускорителей наверх, чтобы корабль лучше тормозил, не знаю.
Ну, вы поняли, короче. Чтобы был некий баланс по ускорению вверх-вниз. В общем, вот такой вот полустелс корабль получился. Я решил его прям перекрасить в черный. Не знаю. Хочется стелса на этом корабле. В принципе, с вот такого расстояния, если бы не солнце, я думаю, его было бы сложно увидеть. Не знаю, возможно, еще поменяю краску. Пока я занимался кораблем, на базе переработалось неплохое такое количество урана. 6000 урана. Мне это уже нравится. Так. Пойдем проверим, что там на Немезисе. Так, Немезис 3800. Ну, тоже хорошо. Надо будет еще платину перекинуть на базу. И, в принципе, все эти компоненты перекинуть на базу. Но на базе нету контейнера для хранения всего этого. Короче, сейчас тогда установлю на базе еще один контейнер, и мы продолжим. Иногда возле моей базы прилетают вот такие вот кораблики, и база, конечно, на это реагирует. Я это не часто показываю, но да, иногда происходит вот такое. Возможно, кто-то скажет, что это просто потеря ресурсов в виде, там вот, к примеру, водорода, который перевозил этот корабль, но не знаю даже. Не думаю, что я очень много потеряю от его уничтожения. В любом случае, я когда угодно могу зафармить себе водород. Зато я всегда уверен, что база меня защитит, и это хорошо. Но надо бы вот эту турель протестировать. Если будет какой-то корабль, который будет прилетать где-то вот в этой территории. Блин, ну я бы сказал, что вот он, этот самый корабль, но его сейчас база просто уничтожит. Ну, короче, да, если будет там какой-то большой корабль, я в него пущу эту ракетку. Посмотрим, что она вообще из себя представляет. Буньк. И нет кораблика. На базе был установлен контейнер. В него я перекинул всю руду, всю слитки, чтобы они не мешались в основном контейнере. Поэтому теперь это все хранится здесь. И с Немезиса я тоже все это перекину сюда, короче. Тут будет все храниться. Так, ну и опять же ко мне прилетел какой-то корабль. И он типа искал кого-то, потом сказал то, что объект найден, и передает теперь позицию. Кому ты ее передаешь, куда ты ее передаешь? Ну, очевидно, что он передает мою позицию, но при этом он со мной как бы нейтральный. Хз, по-хорошему такие корабли надо сбивать. Ай, конечно же, у меня с ними нейтралитет. Да, как обычно. Я вот ни разу не удивлюсь, если через 3 минуты или через сколько там, 5 минут появится корабль риверов и припрется прям к моей базе. Вот я ни разу не удивлюсь. Если такое еще раз произойдет, я, блять, клянусь, я буду сбивать эти корабли. Блин, а может вот этой штукой его сбить? Ладно. Короче, я тут рассуждаю, что вообще можно поставить на Немезис, и я что-то даже не представляю, что сюда можно еще поставить. Типа, тут и так уже много вооружения, как мне кажется. В принципе, все вооружение полезное, все мне нравится. Ну, разве что вот эту пушку поменять, но ее поменять довольно-таки сложно. То есть надо будет тут все это вырезать, ставить какую-то пушку типа вон той. И то не знаю, насколько это будет эффективно. Хотя, возможно, я знаю, какую туда пушку можно поставить. И может в ней, наверное, и есть смысл. В общем, не знаю. Немезис в плане вооружения довольно-таки цельный корабль. Да, у него чуть-чуть маленькие тут пушечки стоят по бокам, но, камон, куда их ставить? Сюда вот разве что можно поставить 5 на 5 турельку. И то какой от этого толк будет.
Можно чуть-чуть вот эту турельку опустить вниз, чтобы у нее был как бы обзор получше. И у этих тогда станет обзор получше. Но это такое. Это мелочи. Короче, не знаю. В плане Немезиса, мне кажется, все хорошо. Поэтому можно приступить к другим задачам. Ладно, все-таки я чуть-чуть передумал и установил турель. То есть у меня вот такая турель стоит на базе и на корабле. Вот тут и вот тут. И я решил установить, так сказать, старшего брата этой турели. Встречайте, вот такая вот турелька теперь у меня есть. И надо бы ее сейчас протестировать. И, блин, тут так заманчиво эти корабли летают. Вот, ну вот прям напрашиваются. Ну серьезно, это моя территория, ребят. Я, конечно, этого делать не буду, но очень бы хотелось. Правда. Так, вот название этой турели. Тек 401 Клифф Салаш. Урон у нее 325 тысяч. Нифига себе. Дальность у нее, кажется, 9 километров. Я поставил 5300, как и другие мои турели. Боеприпасов ей не надо. Управлять. О боже, какая она громоздкая. Да и камера у нее только с одной стороны. Так, ну что? Пальнуть в вас разок, говнюки? 71 метр. Не, я бы пальнул, правда. Просто такой предупредительный выстрел. Так, выстрел. 3, 2, 1. Ну, прикольно. Наверное, это должно прям щиты снимать. Очень сильно. Так, еще раз. Блин, прикольно. Это и вправду старший брат вон тех турелек. Конечно, выглядит она громоздко, но, боже мой, посмотрите на Немезис, посмотрите на эту маленькую турельку на нем. В принципе, нормально. Так, а вот для сравнения стрельба с маленькой этой турельки, младшего брата, ТР-302. Ну, да, это стреляет намного интенсивней, но при этом урона тут, конечно же, меньше. Нормально. Надо будет протестировать это вооружение где-то, но, наверное, не сегодня. Кажется, случилась идеальная ситуация для теста этой ракетки. Вот летит какой-то корабль. Она уже на него загрена, но она стреляет только по моему указанию. Короче, наводимся на корабль. Переключаем камеру. И говорим, выстрели один раз. Это все? Серьезно? А как же 900 или сколько там, 90 миллионов урона? О, кстати, у них там войнушка началась. Ладно. Я ожидал нечто большее, но... Окей. Допустим. 90 миллионов урона. Что? Что пошло не так? Так, и в качестве финального теста этого корабля давайте спустимся на планету, проверим его в условиях планетарной гравитации. Также быстренько вам покажу, я тут установил некое вооружение. Получается ТБЦ-101 Молния. Потом спереди ТР-102 Биогалтах. Офигенное название. Это, короче, еще, так сказать, младший брат, сестра, не знаю, вот этих вот пушечек, которые стоят на базе. И Aurora Combat Laser. Вот тут стоят. То есть сзади две пушки, сверху одна и снизу одна. Вот. Отправляемся на планету. Фух, давно я не был на планете Пертам. Хоть я и начинал все с нее. Давайте, пожалуй, вернемся вот сюда.
Это какая-то станция, где у меня есть контракты. Выполняем контракты. Посмотрим, как корабль себя чувствует. На базе все вооружение включено, поэтому за базу я не переживаю. Ну, чуть-чуть, разве что. Все, отправляемся на планету. В принципе, проблем нету. Но я бы все же позаменял нижние ускорители на ускорители получше, так как Бертрам все-таки с повышенной гравитацией, и тут нужны дополнительные ускорители для этого всего дела. У меня коннектор сверху, поэтому сажусь я сюда. Также у корабля есть некое освещение, но, конечно, да, настроено оно отвратительно. Надо будет его доделать. Так, пойдем посмотрим, что есть на станции. Блин, а я могу тут дышать? Я уже забыл. О, да, я могу тут дышать. Блин, супер. Так, идем на станцию. Так. Так, привет, ребятки. Что у вас тут есть? Ну, кстати, новый кораблик. Это, видимо, как раз для атмосферы. И вот это, и вот это. Танк! Офигеть. Прикольно. Контракты. Это ваши контракты? Блин, это не ваши контракты. Я взял какие-то предметы для контрактов, а это не их станция. Вот это, походу, их станция, да? Ну и ладно. Давайте посмотрим, что тут по контрактам. Ну, кстати, вот этот могу выполнить. Давайте возьмем и давайте сразу выполним. Так. Меня интересуют контракты на утилизацию в пределах планеты. Так. Взял один контракт, контракты обновились. И второй контракт взял. Суть в чем? Я просто пришел сюда, точнее, прилетел. Я прилетел сюда, чтобы проверить корабль, как он будет себя вести в условиях гравитации, будет ли он вообще нормально себя вести и все такое. Отправляемся на контракт, который только что взяли. Так, там какие-то джанки появились. Ну да ладно. Один контракт 48 километров. Второй контракт 23. Ну, летим туда, где 23. Очевидно. Ой-ой-ой, он прям тяжко взлетает. Короче, да, надо будет ему улучшить взлетные ускорители. Так, я могу посмотреть, что это такое? Какие-то турели, какая-то база. Ну, меня это, в общем-то, не интересует. Полетели по контракту. Возьму чуть высоту, чтобы гравитация уменьшилась. Так, снижаемся к контракту. С торможением у меня, кстати, тоже проблемы. Потому как, ну, его банально некуда тут ставить. В принципе, можно вот такую технику использовать. Да и все. Так, снижаемся. Что у нас по контракту? Угу. Какой-то кораблик. Я такой кораблик уже когда-то видел. Дайте платину. Эх. Привет, мужик. Жизнь. Блин, мужик. Эх, мужик. Так, тут какие-то ресурсы. Я чуть-чуть их себе заберу. Кресло пилота. Ага, хорошо. Так, все, в принципе, предмет для контракта я забрал. О, радиация. Тут есть реактор. Блин, реактор тоже надо бы забрать. Да, хорошо, забираем реактор и валим отсюда. Все, супер. Всегда забирайте реактор, потому как реактор довольно-таки дорогой. Так, отправляемся на следующий контракт.
Корабль показывает себя довольно-таки хорошо. Расход топлива, в принципе, небольшой. То есть я уже сколько летаю? Минут, наверное, 10. У меня потратилось 11%. В принципе, приемлемо. Управляется он довольно-таки классно, но, опять же, чуть-чуть проблема есть с нижними ускорителями. То есть высокая гравитация, да, начинаются проблемы. Плюс корабль сейчас практически пустой. То есть на нем нету особого груза. И да, если он будет груженный, это будет еще больше проблема с ускорителями. Короче, надо будет ее исправить. А так, в принципе, мне он нравится. Хорошенький компактный корабль для планетарных экспедиций. Так, и второй контракт. Блин, это не тот же самый кораблик, который я только что видел. Да уж. Вы подумаете, что я... Ух ты, елки-палки, 21 ключ. Спасибо. Они, типа, стоят 1000 по 90. Блин, прикольно. Типа, вы не подумаете, что я шизик и прилетел на тот же самый контракт? Это правда, это другой контракт. Бедствие. Окей. В общем, 2 контракта выполнено. Опять же, я заберу тут... О боже, спасибо за эти эффекты. Опять же, я заберу реактор и свалю отсюда. Кстати, возможно, стоит проверить вооружение корабля. Вон там какой-то красный сигнал. Ой, вот еще какие-то красные сигналы. Ладно, кажется, они меня не видят. И это очень хорошо. Потому как с такими кораблями я точно не справлюсь. Так, ладно, быстренько забираем реактор и валим отсюда. Так, я успешно добрался до станции. Сдаем контракты и, думаю, возвращаемся на Point Echo. Так, контракты. Завершить. Завершить. Супер. Корабль себя показывает просто замечательно. Опять же, замечание только к нижним ускорителям. А так, в принципе, все прекрасно. Можно будет его еще где-то проверить в боевых условиях, но это уже такое. Поэтому возвращаюсь на станцию Эхо. Так, давайте подведем итог сегодняшнего дня. Сегодня был восстановлен и модернизирован вот такой вот корабль. Опять же, для этого корабля нужно имя, поэтому пишите, пожалуйста, свои варианты в комментарии. Принимаются любые варианты, что угодно, лучше, чем слово «понос». Также сегодня чуть-чуть был доработан Немезис, установлена вот такая вот пушка. Также сегодня было переработано огромное количество ресурсов. Они все еще перерабатываются. Пойдем посмотрим, что у нас вообще изменилось. 113 тысяч урана. Ага, 5300 слитков. Хорошо, хорошо. Платину я разделил между базой и Немезисом. И, в принципе, ресурсы перекинул на базу, чтобы кое-как разгрузить Немезис. Так как весил он, собака, 17 миллионов. Ну, теперь 14. Неплохо. И давайте посмотрим, что у нас по ресурсам на базе. О боже, меня очень радует эта цифра. 10 тысяч урана. Офигеть. И, кстати, уран практически переработался. Остается 22 тысячи. И будет идти переработка кобальта и платины. Ну и, конечно, магния. Да уж, да уж. Ну, это, в принципе, хорошие новости, я думаю. Ресурсы на базе и на Немезисе перерабатываются. Урана в огромном количестве. Это просто супер. Немезис получил новую пушку. И новый корабль, в принципе, появился в моем флоте. Думаю, сегодня прекрасный день. Также я испытал новый корабль. Он себя показал очень достойно. Надо будет, конечно, чуть-чуть его модифицировать, но это уже мелочи. Все, пойду отдыхать. Увидимся совсем скоро.